Бабушка ее душевная, добрая женщина, всю жизнь прожившая в городской квартире. Ее дом — уютная однокомнатная квартира на шестом этаже старого дома. Скрипучий паркет, запах свежего линолеума, печка, согревавшая в зимние вечера. Летом балкон с хризантемами и фиалками, вечно накрытая салфетками тумбочка с фотографиями детей и внуков. И вот однажды к ней попал необычный квартирант. Черный мейн-кун по имени Маркиз. Маркиз был уже в годах, когда бабушка вместе с детьми привезла его домой. Он выглядел угрюмым, болезненным, шерсть тусклая, глаза тяжело прикрытые, походка неуверенная, будто кот тяжело переносил каждое движение. Снимки у ветеринара подтверждали: возраст, болезни, слабость. Предыдущие хозяева практически списали его с жизненного счета и отдали. Но бабушка, пережившая в молодости утрату любимой кошки, отнеслась ко встрече с Маркизом как к чуду. С приездом Маркиза жизнь бабушки поменялась. В квартире появился новый ритм. Кормление назначалось строго по часам. Сухой корм для старых кошек, консервированный паштет, витамины. Но главное — это внимание, которое она так щедро дарила. Каждое утро начиналось с теплого приветствия любимца, несколько минут ласковых слов, нежных прикосновений. Кот, привыкший к студеной больничной атмосфере, постепенно отогревался теплом бабушкиной заботы. Наступил момент, когда дети предложили: а не вывести ли Маркиза гулять? Впервые в жизни кот почувствовал свободу. Во дворе бабушка сняла с него поводок. Он осторожно шагал по траве, нюхал запах живой земли, вдыхал резкий аромат свежести. Во дворе взрослые каштаны, старые липы и клен. Маркиз вставал на задние лапы и тянулся к веткам, словно умелое олицетворение свободы. Эти прогулки стали ежедневными. Бабушка и кот выходили вместе, держась словно за руки. Она за поводок в первой неделе, а потом просто за плечо любимца. А он отвечал доверием. По утрам лежал у порога, будто спрашивал: «Выходим?». С приходом весны Маркиз стал более активным. Он обнюхивал каждый уголок двора. Цветочная клумба, опавшие листья, старый фонарь у детской площадки. Иногда подбегал к бабушке и терся о ее ноги, приглашая продолжить прогулку. Он появился лучше кедров, крепче теле, в шерсти блеск и глазах живой огонек любопытства. Забота дала ему вторую жизнь. А вечером ритуал молочных трапез. Мама Маркиза, так любовно называла его бабушка, осторожно наливала кашицу из теплого молока, не больше трети стакана, чтобы животик не заболел, смешивая его с чуткой порцией витаминов, рекомендованных ветврачом. Маркиз воспринимал это как торжественный обряд. Он аккуратно облизывал мутный напиток, издавая мягкое урчание, потом садился на кресло рядом с бабушкой. Она гладили его черную шерстку, и тот начинал мурлыкать так, что казалось, стена квартиры вибрирует от его мягкого голоса. Шейные позвонки постепенно вытягивались, старческие болячки отступали. Прошло несколько недель. Бабушка замечала: кот становился другим. Прыгал, бегал за солнечными зайчиками по полу, хватал за кончик коврика. Иногда тащил к ней в кровать добычу, сухую небольшую палочку коры, словно подтверждая, что он не просто кот, а член семьи, с которым можно вместе обедать, гулять и сон глубокий делить. А однажды началось неприятное. Вечером бабушка подхватила простуду, легкое першение, головная боль. Через пару дней она ощущала слабость, жар. Это было начало воспаления легких. Дети сразу в панике. «Мамочка, надо к врачу, может, даже в больницу». Но бабушка гордая женщина. «Нет, не хочу лечь в больницу. Я справлюсь сама».
Она продолжала гулять с маркизом, хотя была слабой. Но каждый вечер кот становился рядом, ложился ей на грудь, прямо над тем местом, где болела. Многие сказали бы «случайность». Но было удивительно. Кот тяжелый, большой, 20 с лишним килограммов пушистой мощи, но не сдвигал ее, не причинял боли. Он словно чувствовал точку боли и располагался прямо там. Бабушка объясняла себе это не иначе, как «где согрел, там и лечил». Дети видели, бабушка дышит легче под котом, температура опускается, наконец она просыпается без головной боли, а утром обращает внимание, что болеть перестала. Через неделю бабушке стало значительно лучше. До похода к врачу оставалось 2 дня, и ее все еще мучили сомнения. А вдруг это совпадение? Но дети настояли. «Пойдем к врачу, ты нам дороже». Сделали повторное обследование, и врач удивился. Никакого воспаления легких больше нет. Никаких вирусов, никаких бактерий. Перепроверил снимки. Свежий анализ, чистые легкие. Он сказал, ничто не предвещало такого быстрого отступления. Обычно это минимум 2-3 недели, госпожа. Большой заговор врачей и наук. Нет, просто удивление. Вот так обычно не бывает. Родственники сначала недоверчиво переглянулись. Мол, лучше легкие согрел, чем лекарство. Но бабушка стояла твердо. Кот-маркиз помог мне. Бабушка плакала, тронутая заботой кота, его терпением, его лечебным носом. Она рассказывала, как кот каждую ночь лежал ровно над больным местом, подлаживался, не касался легких, просто грел. Многие из знакомых сказали, ну что за сказки, кот не врач. Мол, произошло чудо, но не стоит преувеличивать роль маркиза. Другие направляли в сторону научных исследований. Мол, и собак, и кошек используют в анималотерапии, зоотерапии, и доказывают, что тепло, забота, внимание животных помогают людям быстрее выздоравливать. Так называемый эффект любящего присутствия. Да, эффект тепла, эндорфины, уменьшение стресса– это доказанные вещи. Но вот локальное согревание больного места, кот лежит на груди, это дополнительный теплофактор, который сопоставим с грелкой. Словно игривый, мохнатый, теплый пластырь, помогающий организму. В интернете я нашла даже небольшие исследования. Тепло важно при пневмонии, особенно в домашних условиях, когда гиподинамия может усугубить течение болезни. Но исследования не охватывают кошачью терапию. Вряд ли кто-нибудь специально положил бы кота на грудь пациенту в лаборатории. А вот приобщение бабушки к любви, к заботе, к вниманию доказано, что не только психологический эффект, но и физиология уходит. Вот истории, когда люди с когнитивными расстройствами или бессонницей быстрее проходят курс терапии за счет ежедневного общения с питомцами. Но у нас получилось интуитивно. Просто бабушка добрая, заботливая, дала тепло. А кот ответил теплом. И вот чудо. Болезнь уходит за неделю, против ожидаемых 2-3. Эффект плацебо плюс естественная физико-физиология. Но выглядит как настоящее исцеление. Кот-маркиз стар, но в глазах подросток. Уже не угрюмый, он греет по ночам хозяйку, обнимает. Бабушка говорит, он дал мне вторую жизнь. Я не могу его не любить. А дети, услышав всю историю, решили никогда не списывать старых питомцев. Даже если они кажутся бесполезными, дав им шанс, можно получить гораздо больше. Здоровье, радость, смысл. Ведь даже черный старик Мейн-кун способен стать героем. И вот, дорогие зрители, рассказываем вам, что вы думаете об этой истории. Конечно, это история о коте-меланхолике, который преобразился. Но ведь часто так бывает. Коты не просто пушистые комочки, а полноценные члены семьи.
Их влияние невозможно описать одним научным термином. Это тепло, привычка, поддержка. Сколько раз мы замечали, когда поддерживаешь животное, эти роли меняются, и ты сам получаешь поддержку. Пишите ваши мысли. Могли ли вы представить, что кот — друг, терапевт, лекарь? Делились ли подобным наблюдением в вашей жизни? Были ли у вас звери, которые помогли вам справиться с болезнью, стрессом, одиночеством? Если вам понравилась эта история, если она тронула вас за сердце, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать больше о настоящей дружбе, о непредсказуемом тепле, которое может подарить старый кот. До новых встреч! Здоровья вам и вашим пушистым друзьям!